Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу очень летний и очень вкусный рецепт. Сегодня у нас будет рецепт мороженого. В 80-х у меня даже в голове не было бы делать мороженое ни у меня, ни у моей мамы, ни у моей бабушки, ни у кого. Потому что мороженое, которое продавали тогда в Баку, оно, по-моему, было самое вкусное. Еще когда проезжал мороженщик на улице со своей коляской и кричал, это было что-то незабываемое. С 3-го этажа вниз спускались ведерки на веревочках, внутри денежка, а наверх поднималось мороженое. Это все, конечно, незабываемое, остается всегда в памяти, мои дорогие. Но вот с тех пор, как я переехала в Грецию, здесь тоже вначале было мороженое неплохое, я вам скажу. Но когда уже у меня немножко подрос первый ребенок и родилась вторая дочка, мороженое у нас, как вам сказать, оно вкусное, но оно полное химикатов каких-то, непонятно чего там. И пальмовое масло, и кроме пальмового масла всякой гадости полно. И поэтому я стала уже тогда делать мороженое дома. Пыталась его разнообразить, пыталась их обмануть. Иногда получалось, иногда нет. И сегодня я вам покажу, мне кажется, это самый удачный вариант мороженого. Я пробовала очень-очень много. И сегодня я вам покажу именно тот, который по вкусу напоминает наш советский вкусный пломбир. И шоколадное мороженое. Оно не называлось тогда шоколадным, оно было кофейное. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Несложный, недорогой абсолютно рецепт. И получится у всех, мои дорогие. Начнем готовить летнее вкусное мороженое. Сегодня для мороженого нам понадобится 2 яйца. Яйца отправляем в небольшую кастрюльку. Плиту пока что я еще не включаю. Добавляю 200 грамм сахара. Сюда же нужно будет добавить 30 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешать хорошенько. И буду добавлять молоко. Это у нас не заварной крем. В заварной крем на такое количество молока идет ровно 100 грамм крахмала кукурузного, а здесь у нас идет всего 30 грамм. Поэтому смесь получится намного жиже. Постепенно наливаю все молоко. Молоко можно брать тепленькое, можно брать холодное. Включаю плиту на среднюю мощность. И нужно будет довести вот эту нашу молочную смесь до загустения. Чуть-чуть загустеет. Как только пойдут вот такие пузырьки, смесь уже готова. Чуть-чуть она загустеет, не сильно. Пузырьки пошли, все готово. Видите, жидковатое все еще у нас. Убираю с плиты, накрываю пленочкой и оставляю на всю ночь, чтобы смесь хорошо остыла. Вначале при комнатной температуре, а потом в холодильнике. А утром уже будем заканчивать. Утром берем сливки. Сливки нужно будет взять жирные. Или 30%, или 33%, или 36%. Какие у вас есть? Выше 30% желательно. Литр сливок нужно будет взбить. Сливки взбиваем не до состояния такого, не до пиков, не до кремового состояния, а вот именно до состояния йогурта. Видите? Они у нас не загустели до конца. И сейчас нужно будет объединить холодную молочную смесь со сливками. Загустел у нас крем. Видите, я вам показываю, какой он стал. Добавляю всю молочную смесь в сливки. И еще раз пробью все миксером. Это делается для того, чтобы все хорошенько смешалось просто уже. Добавляю 200 грамм сгущенного молока. У кого баночки по 180 грамм, добавляйте 1 баночку. И ванильный экстракт. 1 столовая ложка у меня. Можете добавить ванилин или ванильный сахар. Мороженого получается много. Можете сразу уменьшить порцию вдвое и сделать половину. Если кому-то покажется это очень много. Вот такая смесь у нас получилась уже. И сейчас я ее разделю на 2 части. Приблизительно одинаковые. Это уже кто хочет сделать кофейное мороженое. Кто не хочет, оставляйте мороженое вот именно в таком состоянии. Смесь уже готова. В 1 половину я буду добавлять какао. 2 чайные ложки какао. В граммах, конечно, я все напишу внизу под видео. 2 чайные ложечки какао. И сюда же добавляю 50 мл молока. Все это хорошенько нужно будет перемешать,
чтобы не было комочков. И процедить на всякий случай через ситочко. Перемешиваю все аккуратненько лопаточкой. Не бойтесь, что смесь у нас получилась жидковатая, все прекрасно заморозится. Здесь у меня вафельные стаканчики. Каждый стаканчик вмещает приблизительно 120 грамм. Я сделаю сегодня 6 стаканчиков из белого ванильного мороженого, а 6 будет у нас кофейное. Мороженое по вкусу что-то будет между пломбиром и молочным. Но получается вкусно. Конечно, много вариантов домашнего мороженого. Можно сделать мороженое намного легче. У меня есть рецепты, я вам дам ссылочку внизу на рецепт, конечно, более легкого мороженого. Но именно это получается более приближенное. Немножко постучу, чтобы у нас масса хорошенько вся распределилась. И точно таким же образом и кофейное мороженое разолью. Мороженого останется много. 12, конечно, вафельных стаканчиков не хватает. Можете взять и разделить все мороженое в стаканчиках, а можете оставить, как я. Сегодня я половину мороженого оставлю и буду показывать, как можно по-другому его подавать. Просто в креманках. Готово. Отправляю в морозилку. Оставшееся мороженое нужно будет положить в любые контейнеры, в любую посуду, какая у вас есть, что вы можете положить в морозилку, и нужно будет заморозить. И точно таким же образом и кофейное мороженое. Если контейнер с крышечкой, закрывайте крышечкой, если нет, закрывайте прозрачной пленочкой. А это уже будем украшать наши пломбирчики. Здесь у меня 150 грамм сгущенки и 75 грамм сливочного масла. Я это все взобью, добавляю ваниль. Ванилин у меня сегодня. И это нам нужно будет взбить. В оригинале розочки делались из крема пломбир. На крем-пломбир я тоже вам дам ссылочку. Но из-за такого маленького количества, по-моему, никому не охота будет возиться и варить специально для этого крем-пломбир. А вот этот масляный крем получается очень похож по вкусу на пломбир. 1 столовая ложка бурака, натертого на мелкой терочке. Просто-напросто процедила сырой бурак. Это чтобы не добавлять никакие химические красители. Все, наверное, помнят пломбир с розовыми розочками. Здесь у меня крема получилось больше. Если вы будете делать только на 12 стаканчиков, как у меня, то сделайте ровно половину. Перекладываю в пакетик одноразовый. И насадка у меня обыкновенная розочка. Закрытая звездочка у меня насадка, а не розочка. Ошиблась я. И вот таким образом наши розочки готовы. Мороженое заморозилось очень хорошо. И вот таким же образом можно будет подавать его уже по-другому. Никаких кристалликов нету. Я вам потом покажу, какое оно и внутри в вафельных стаканчиках будет. За счет жирности сливок и за счет того, что мы добавили сгущенку, это получилось. Если вы не будете класть сливки такой же жирности, как у меня, то вам нужно будет просто через каждые полчаса 3 раза вытащить смесь из морозилки и пробить ее миксером. Вот такая красота у нас получилась. Кофейное мороженое я ничем не украшаю. Можете положить сверху шарик кофейного мороженого. Вот, посмотрите. Видите внутри, что сейчас я вам покажу? Никаких кристалликов, ничего нету. Настоящее мороженое. Приготовьте, мои дорогие, понравится всем. Ваши дети будут в восторге, а у вас не будет никакой паники, что они кушают черт знает что. Украшаем
наши креманки с мороженым, шоколадом и мелкими маршмеллушками у меня здесь. У меня дети их любят. Ну, вы, конечно, уже кто что хочет. Какими хотите посыпушками. И даже без ничего. Шоколадным сиропом тоже очень вкусно получается, если сверху полить. Попробуйте сделать, напишите мне, кто попробовал. И вообще делитесь со мной рецептами вашего мороженого. Очень буду рада всем вам. Будем прощаться, мои дорогие. Терпение, скоро лето кончится и наступят опять прохладные дни. Всем пока-пока, всех люблю. До новых встреч на моем канале.